Доброе утро, сейчас 5 утра, и мы отправляемся из Барселоны, Испании, в Италию, в город Болонья. Всем привет, с вами Тори и Изами. Сегодня мы едем в кулинарную столицу Италии, город Болонья. Итак, мы приехали в Барселону. Барселона, Болонья. Мы приехали в Болонью. Еще слишком рано для меня. Просека-бар. Прямо в аэропорту. Прямо как только мы вышли из нашего самолета. Болонья – это город с богатой историей, великолепной архитектурой, но больше всего он известен своей вкуснейшей едой. Okay. Многие японцы путешествуют только, чтобы попробовать кухни других стран, и мы не исключение. Я не преувеличиваю, когда говорю, что главная цель нашей поездки – это вкусно поесть. Сейчас 8 утра, поэтому многие кафе еще закрыты, но мы отправились позавтракать в булочную, которую нам посоветовали местные знакомые. Я слышала, что итальянцы чаще едят круассаны с обычным заварным кремом, но я, как фанат фисташек, во время этой поездки ела все, где они были в составе. И круассан с фисташками – это что-то. Я готова только ради этого еще раз в Италию поехать. Дома в городе Болонья окрашены в теплые оттенки красного, оранжевого и желтого, что придает городу особый шарм. На то есть несколько причин. Строительные материалы, которые использовали в прошлом, такие как терракотовые кирпичи и черепица, естественным образом имеют красные и оранжевые оттенки. А также власть города раньше контролировала цвета, которые можно было использовать для фасада. Чувство вкуса у них было отличное. Еще одной уникальной особенностью Болоньи являются ее портики. Вот такие крытые навесы, говорят, что их в городе 38 километров. Они создают неповторимый облик города и защищают пешеходов от солнца и дождя. Мне кажется, это великолепная идея, и не зря это наследие ЮНЕСКО, и нам этого в Японии тоже очень сильно не хватает. Прогуливаясь по улицам Болоньи, невозможно пройти мимо местных магазинов с едой. Здесь на каждом шагу встречаются лавки с ароматным сыром, свежайшими овощами и, конечно же, пастой. Неудивительно, что Болонью называют городом еды. Тортолони. Самая знаменитая местная еда – это мортаделла, итальянская колбаса родом из Болоньи. Ребята, извините меня за мое произношение итальянского и испанского тоже. Теперь вы знаете, как я себя чувствую, когда люди говорят неправильно японские слова. Конечно же, прошутто и сыр пармезан. Хотя пармезан производится в более широком регионе Эмилия-Романья, Болонья гордится своим вкладом в его производство, и здесь очень много магазинов с сыром. Изами впервые в жизни так много сыра видел. Сырный магазинчик. Это все сыр. Это местный знаменитый своим ламбруско, поэтому, конечно же, мы решили начать день с него. Ну как день, уже обед. Самое знаменитое блюдо Болоньи – это, пожалуй, тальятелле аль рагу. Это длинная плоская паста, которая традиционно подается с мясным соусом рагу. Это блюдо очень популярно в Японии и называется там боронезе. И Изами его очень любят, поэтому нам хотелось сравнить, какое же оно должно быть по-настоящему на вкус. Как тебе?
ますぎる。ま噛み応えがある。パスタ。肉は肉もすごいジューシー。トマトの味も牛肉と味とすごいマッチしてて、結構甘めで日本人超好きだと思う。Очень насыщенный сырный вкус. Чувствуется, что настоящий пармезан. Такой, конечно, дома не приготовишь, в Японии тем более. Изами пробует мои торталини. Как тебе? これ初めて臭くないと思った。いや、匂い一緒なんだけど、その後のこの匂いの後の味、うまい。めっちゃ美味しいね。この匂いが初めて美味しいと思った。Изами не любит сыры такие, типа пармезана, тем более сыр с плесенью. Но 超合うよ。 такой, который в 超ワインに合う。 Италии. Не. これが本物のチーズだ、イタリアの。なるほど。Изами говорит, что его больше всего удивило чувство стиля у итальянцев, и не только в одежде. Его очень впечатлило, как на рынке молодой сотрудник выкладывал разноцветные перцы на полку в порядке желтый, красный, оранжевый, черный, зеленый. Потом подошел старший сотрудник и такой: нет, вот так будет лучше. И разложил в порядке желтый, черный, красный, зеленый, оранжевый в контрастном порядке, и действительно так смотрелось намного лучше. И это просто полка с овощами в магазине. Дальше мы пошли за десертом. Джелато, конечно, родом не из Болоньи, но мне кажется, трудно найти невкусный джелато в Италии. Конечно же, снова фисташковое. У меня все время была фисташковая эйфория. Если здесь тоже есть фисташка-любы, фисташка-маньяки, жду от вас лайка. Вначале мне показалось, что город не очень зеленый, улицы узкие и без озеленения. Но это только в центре так. Стоило нам отойти от туристических мест, и пейзаж изменился. Конечно, туристическая часть Болоньи очень классная, но вот такие не туристические районы, как вот где мы остановились, тоже мне очень нравится. Здесь вот очень много зелени. Прямо даже пахнет весной, летом. И очень много студентов. Сейчас я иду в гости к девушке, которая живет в этом городе, и заодно покажу вам, как выглядят тут внутренние дворики, куда могут зайти только местные. Для туриста снаружи город выглядит вот так, но внутри все совершенно по-другому. И вот так, если пройти внутрь, очень красивый зеленый дворик. Маленький зеленый оазис. Снаружи даже не скажешь, что внутри есть так много зелени. И здесь очень приятно. У квартирок есть, у некоторых, конечно же, квартирок есть своя маленькая терраса, где можно сидеть, пить кофе. Для начала мы решили поесть пиццу. Хоть, конечно, пицца лучше в Наполи, но мы решили, что раз мы в Италии, куда же без пиццы. Cheers! Кампай! Я рада, что мы взяли только одну пиццу на двоих, потому что размер довольно большой. Наполи стайл. ここはボローニャですけど、ナポリスタイルで行きますね。怒られるかな？いいんじゃない？ Сам город не очень большого размера, поэтому основные достопримечательности мы успели обойти за один день. Но когда вечером мы прошлись еще раз по тем же местам, атмосфера была совершенно другая и более сказочная. Особенно мне понравилась ночная подсветка зданий, этого в Японии тоже очень не хватает. В Токио в некоторых местах есть подсветка у небоскребов или у Токийской башни, например, но даже в туристических местах нет такого общего светового дизайна. Потом мы пошли на второй ужин. Я же сказала, мы приехали вкусно поесть.
Болонья считается родиной лазаньи, а это мое любимое не японское блюдо, поэтому мы пришли только ради этого в ресторан. Доброе утро! Сегодня мы отправляемся в винодельню, которая находится недалеко от города Болоньи, и мы будем ехать на автобусе. Наша автобусная остановка называется Мелончелло. Мелончелло. Очень аппетитно. А, кстати, остановка, где мы остановились в Airbnb, называется Мартини, так что это, видимо, фишка Болоньи. Вокруг города есть очень много виноделин, но я специально выбирала небольшую и с небольшим количеством ревью, и, ребята, мне кажется, нам очень повезло. Маленькая такая винодельня, милая. Несмотря на то, что это была суббота, мы были единственные гости, и нас встретили очень по-домашнему. Место оказалось невероятное. Это небольшая семейная винодельня, которая существует еще с 1877 года. Сейчас бизнесом заведуют брат и сестра. По их рассказам, они выросли в виноградной роще и изготавливают вино с пеленок. По словам хозяина винодельни, хорошее вино состоит из 3 ингредиентов: идеально созревшего винограда, времени и интуиции. Траву специально оставляют, чтобы она была как защита для земли от солнца и чтобы оставить натуральную, естественную экосреду. Сейчас май, поэтому это, конечно же, не сезон винограда, но можно посмотреть на маленькие зародыши винограда. И, в принципе, даже в мае великолепные пейзажи. Местное вино изготовлено из винограда только этой винодельни, выращенного без удобрений, а вино приготовлено традиционным способом, без применения добавок. По вкусу такое домашнее вино отличается от магазинного, но, наверное, главная особенность натуральных вин – от них нет похмелья. Очень советую. これウサギなの？ここも飼ってるよ。何個のウサギ？でかすぎない？かわいい。わー、すごい。あ、めっちゃ近い、めっちゃ近い。やばいやばいやばいやばい。Сейчас мы пойдем внутрь, наверное, нам покажут, как делают вино. Вау! Sorry for the confusion, Oh, that's but okay. we work inside. This is not only a photo. This is the place in which we work. Такой традиционный способ производства вина требует постоянного контроля, поэтому в год они изготавливают очень мало бутылок вина, а большую часть вина продают местным на разлив. Like everybody come with this one and can take wine home. They take and they 5 liters, 7 bottles. And rebottle. 7 bottles, 1 bottle any day, and then up to next week. Люди приходят со своими бутылями, наливают вино, а дома пьют так или закручивают в бутылки сами. Я бы тоже купила бутыль вина, если бы можно было с собой взять на самолет. Сейчас мы будем пробовать вино. У нас вообще полностью приватное получилось тейстинг. That you look on the barrels, iron barrels. Самое вкусное вино спарклинг, которое я пробовала пока что за всю свою жизнь. Реально чувствуется, что натуральное. Не, ойши. Не, ойши.
Мы попробовали 4 вида местного вина: игристое белое, белое, красное и игристое красное. И под каждый вид вина нам предложили подходящие закуски, тоже от локальных фермеров. Второе вино, и идеальная закуска для него вот эта колбаска, которая традиционная болоньская колбаса. オーナーの方がこんな風に結構激しく回ってこんな感じでワイン呼吸してんだなって思うわチェリーみたいなすごい This is a tweed Parmigiano. 12 months. すごい Sometimes we use 24 months, 36 months, but for pasta. 初めてうまいと思ったかもしれない。今まで食べたチーズ何だったんだ？美味しそう。Нам принесли вот такую сладкую выпечку и игристое красное вино. Они макают десерт в вино и едят. Сказали, что можно так не делать, но это типа раньше так рабочие итальянцы. Десерты рабочих итальянцев. Это был невероятный экспириенс, и я очень хочу поддержать эту винодельню и хозяина, поэтому если вы будете в этой местности, обязательно зайдите. Ссылка на винодельню есть в описании видео. Мы купили Барбера Спарклинг. たまんない。 Тамане. 初めてパルメザンチーズが美味しいと思った。 Болонья является домом для старейшего университета в мире, университета Болоньи, основанного в 1088 году. Этот университет привлекал студентов со всей Европы, и даже в наше время тут очень много студентов, что, как мне кажется, делает город более живым. Вот это раньше был туалет, и там была дырка, и все это прям падало вниз, прямо так, ничего себе. Ну да. Также мы решили сравнить разницу испанского и итальянского прошутто. Это довольно популярная прошуттерия в Болонье, поэтому если вы хотите сюда попасть, советую приходить с открытием или даже раньше. Спейнと何が違うのか食べてみて。全然違う。本当。全然違う。こっちの方が塩分が控えめ。なんかいっぱい食べれるかも。Это еще одна очень популярная джелатерия. Здесь придется постоять в очереди, но оно того стоит. Теперь я не могу есть джелато в Японии. Все не то. Тирамису шоколад. 美味しい？めちゃくちゃ美味しい。濃厚。Вот так выглядит поезд из Болоньи в Венецию. Это что-то вроде Синкансена, если не ошибаюсь, скоростной поезд. И здесь вот такие вот раскладные столики. Пожалуйста, кушайте и пейте капучино. Бон аппетит. Мы как раз даже купили капучино и булочки, а также круассаны. Через 1,5 часа будем уже в Венеции. Возможно, только для меня это новость, но в Венеции такси выглядят вот так. Такси на воде. Проехаться на гондоле стоит 90 евро на человека с туром, с объяснениями, но мы решили немного пожмотиться и просто посмотреть на то, как другие люди плавают. В Венеции мы решили провести только один день. Честно скажу, у меня остались не очень хорошие впечатления, поэтому если вам понравилась Венеция, извините заранее и прошу поделиться местами, которые вам понравились.
Венеция – невероятно фотогеничное место. На фото и видео город смотрится прекрасно. Но именно гулять по городу нам не понравилось. В основном из-за того, что не чувствовалась локальная вайба, все кафе и магазины сделаны были только под туристов. Возможно, причина в том, что мы в этот раз гуляли без местных и прошлись только по понятным туристам местам, но это не уменьшает факт того, что город больше похож на аттракцион. Что? Мы пришли на знаменитую площадь Сан-Марко, и здесь очень красиво, но очень много людей, как и ожидалось, конечно же. Здесь находится кафе «Флориан», которое было еще построено в 1720 году, и это самая старая кофейня в Италии и одна из самых старых в мире. И что интересно, в Японии есть сеть кофеен под названием Сан-Марко именно в честь как раз этого кафе и этой площади. Самое дешевое кофе в этом кафе, эспрессо, стоит 7 евро, американо 12 евро. После Болоньи нам казалось все очень дорогим и невкусным, но это скорее наша вина, нужно было ехать в обратном порядке. Но больше всего меня разочаровала грязь и запахи. Опять же, это скорее всего потому, что мы привыкли к японской стерильности улиц, но в Венеции нам очень сильно бросилось в глаза, как много людей было с большими собаками, которые из безысходности посередине узких улочек делали свои дела. А у больших собак дела размером с человеческие. И не все это убирали. В Японии очень строго, и во многие места с животными нельзя, и теперь я поняла, почему так. Мы купили вот такой вот проездной на все автобусы водные. Он стоит 25 евро на один день на человека. Недешево, но удобно. Можно просто вот так вот тач, дотронуться, и вот такая вот автобусная морская остановка, где мы будем его ждать. Мы приехали на островок Мурано, который знаменит своим стеклом очень красивым. Здесь очень много магазинчиков, где продаются разные изделия из стекла. Просто это все магазины. Также мы, видимо, супер везучие, и вишенкой сверху стало то, что билет на паром на 24 часа, который мы купили в 2 дня и надеялись использовать его до 2 дня следующего дня, мы не смогли использовать по полной, потому что на следующий день была забастовка водителей паромов. В общем, можно писать анекдот с нашей поездки в Венецию. Надеюсь, что только мы такие невезучие, и вам там понравилось. Но, в общем, наша поездка в Италию была невероятная. Изами больше всего понравилась поездка на винодельню, поэтому в следующий раз мы, наверное, сразу поедем куда-то в итальянскую деревушку, зная наши предпочтения. Если у вас есть советы, куда поехать, жду ваши комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока!